Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, мне 53, и я переезжаю в Европу. Здесь я буду рассказывать о своем пути иммигранта и жизни женщины за 50, у которой впереди много чего еще интересного. Сегодня мы поговорим о помогаторах, людях или агентствах, которые помогают вам за деньги оформить документы для ВНЖ. В данной ситуации будем говорить о ВНЖ Испании, потому что я выбрала эту страну для иммиграции. Я расскажу вам о своем опыте поиска помогаторов, сотрудничества с ними, и в конце объясню, почему я все-таки решила воспользоваться их услугами. Но для начала хочу сразу дать совет. Не надейтесь на помогаторов при выборе ВНЖ. Дело в том, что помогаторы тоже люди, они тоже не хотят париться, впрочем, так же, как и вы, и поэтому предлагают вам визы, которые проще всего получить. Вот когда я общалась с помогаторами, мне все сплошь и рядом предлагали либо учебную визу, либо визу цифрового кочевника. Но никто из них почему-то не рассказывал тонкостей, не рассказывал подводных камней. О том, что, например, год учебы не засчитывается в ПМЖ. То есть, получается, вы просто, если ваша цель получить паспорт в Испании, вы просто теряете год. Что же касается визы цифрового кочевника, то вы должны знать о том, что вы будете платить минимум 24% налога с дохода 2500 евро в месяц. Надо сказать, нехило. Поэтому мой совет – изучите вопрос самостоятельно. Теперь вопрос, как изучить. Шаг первый. Почитайте официальные источники и узнайте, какие долгосрочные визы предлагает государство и условия их получения. В случае с Испанией это сайт испанского консульства в Москве. Однако хочу вас предостеречь, что информация на официальном сайте порой не соответствует действительности. Вот в случае с Испанией пример. Для получения визы «No lucrativa» написано на сайте, требуется накопление в размере 28 тысяч евро. Но в связи с последними событиями требования к россиянам, которые хотят получить ВНЖ Испании, ужесточается, и добавилось новое требование – предоставить документы о пассивном доходе в размере 2500 евро в месяц. Но на сайте об этом ни слова. Шаг второй. Изучите экспертные ресурсы. Как правило, крупные агентства миграционных юристов имеют свои сайты, где предлагают достаточно подробную, внятную информацию о типах ВНЖ той или иной страны и условиях их получения. Мне больше всего понравились два ресурса. Испанское бюро, там информация представлена в очень удобном и понятном для понимания виде. И второй ресурс – это Мигран. Это маркетплейс иммиграционных юристов, присяжных переводчиков, налоговых консультантов, где вы можете выбрать того специалиста, который вам интересен, и даже получить у него, кстати, бесплатную консультацию. С другой стороны, там представлены очень подробные гайды по получению ВНЖ той или иной страны, и если вы хотите получить их самостоятельно, то эти гайды вам в помощь. Насколько я знаю, в Мигране сейчас представлены гайды по Италии, Португалии, Испании, Германии и Великобритании. Мой вам совет – возьмите бесплатную консультацию минимум у 3 экспертов. Просто в ходе консультации выплывет очень много необходимых и нужных вам нюансов, которые помогут оформить ВНЖ без потери времени, нервов и денег. Шаг третий. Вступите в тематические группы в Telegram. Лично я черпала очень много информации в группе Visa de España. Там люди обмениваются информацией, делятся кейсами. Вы можете задать любой интересующий вопрос. На многие из них мне приходили очень толковые ответы. Ссылку на этот телеграм-канал, телеграм-чат и вышеперечисленные ресурсы я оставлю в своем гайде.
гайд по поиску и сотрудничеству с помогатором. И этот гайд я разместила в своем телеграм-канале. Кстати, заглядывайте туда. Там реально очень много полезной прикладной информации в таком сжатом, системно собранном виде, в виде таблиц, гайдов, ну, каких-то коротких выжимок из моих больших YouTube-выступлений. Поэтому welcome в Telegram. А если вам нравятся форматы рилсов, то загляните в мой Instagram-канал. Там я в формате коротких видео рассказываю о нюансах жизни в Европе. Шаг 4. Поиск помогаторов. Я для себя разделила всех помогаторов на 3 группы. Первая группа – это частники. Это те, кто работают без договора, берут небольшие деньги. Ну, вот с меня просили 500 евро. Но гарантировать качество они не могут, естественно. А вторая группа – это испанские агентства. Как правило, они работают с русскоговорящими людьми, которые проживают в Испании. Это не самая богатая аудитория, и поэтому эти агентства не задирают цены. Стоимость их услуг варьируется от 1500 до 2000 евро. Ну и третья группа – это крупные международные агентства. Как правило, вот знаете, забиваете в строку там, ВНЖ Испании, виза в Испанию долгосрочная, и все эти агентства выпрыгивают в первых строках поиска. Они рассчитаны, как правило, на русскоговорящую аудиторию, которая живет в России и не может напрямую обратиться к испанским агентствам, и они запрашивают у них очень высокий ценник от 4000 евро. Так я выбирала помогаторов. Ну, самый верный способ, с моей точки зрения, это сарафанное радио. Это могут быть знакомые с положительным опытом получения долгосрочной визы, либо те же самые тематические группы, например, та же самая группа «Виза де Испания». Там часто люди рассказывают о плохих и хороших экспертах и могут поделиться контактами хороших юристов. На что надо обращать при общении с помогаторами? Первое – это насколько тщательно он изучает ваш кейс. Например, я отказалась от сотрудничества с помогатором-частником, который брала всего лишь 500 евро, потому что она даже не потрудилась узнать, какие у меня накопления, какой у меня пассивный доход, есть ли у меня договор с российской компанией. Просто как мантру повторял: не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо. А второй пункт – это насколько адекватны цены. Ну, с моей точки зрения, 4000 евро для того, чтобы собрать документы и сказать, где получить какие-то нужные тебе бумажки – это завышенная цена. Но если для вас 4000 евро – это окей, то вполне можно обращаться к услугам этих агентств. А на содержание договора, третий пункт. Я об этом, кстати, подробно расскажу чуть позже. И четвертый пункт на то, как будет производиться оплата за дополнительные опции. Там, за присяжные переводы, за медстраховку, за услуги помогатора. Дело в том, что некоторые агентства, особенно испанские, не могут получить оплату из России. А следующий шаг – это заключение договора с помогатором. Там должен быть прописан полный перечень услуг, которые вам оказывает эксперт. С моей точки зрения, какие услуги должны быть прописаны? Что должен делать помогатор или иммиграционный юрист? Он должен консультировать по вопросам оформления визы, содействовать в получении необходимых документов и справок на территории Испании, подготовить для вас официальную анкету и форму для запроса ВНЖ, предоставить список необходимых документов, получаемых в Россию, и организаций, которые эти документы выдают, получить официальные переводы необходимых документов у присяжного переводчика Испании, сформировать и проверить полный пакет документов для запроса ВНЖ, подготовить документы для подачи апелляции в случае отказа, а в случае положительного решения подготовить необходимые формы для
получение карточки резидента в полиции. Еще очень важно прописать в договоре следующие моменты. Первое. Когда договор считается исполненным? После получения клиентом полного пакета документов или после одобрения визы. Большинство помогаторов не берет на себя риски за отказ в предоставлении визы, а те, кто берут на себя эти риски, как правило, имеют очень высокий ценник. Второе, на что необходимо обратить внимание, как будет происходить расчет за услуги. Вы сразу все деньги платите, вносите предоплату или оплачиваете уже после исполнения договора. Третий момент. Какую ответственность несет исполнитель в случае ошибок или нарушения сроков, которые привели к отказу в получении визы? И еще один момент – это срок, в течение которого юрист должен отвечать на ваши вопросы. Как правило, это сутки. А теперь, что касается моего выбора. Я решила воспользоваться услугами агентства, которое работает в Испании. Сейчас я не буду вам его рекомендовать, потому что виза еще не одобрена, а если одобрится, я с удовольствием поделюсь с вами контактами этого агентства. А после изучения информации и 4 консультаций с юристами я решила подаваться на визу без права на работу или ноль лукратива в Испании. А сегодня это, к сожалению, одна из самых непростых виз, потому что требования к претендентам на эту визу постоянно ужесточаются и постоянно меняются. И россиян проверяют намного тщательнее, например, чем резидентов других стран. И, кстати, дальнейшие события подтвердили мои опасения, потому что было очень много подводных камней, очень много трудностей, с которыми мне приходилось самоотверженно бороться. Кстати, об этой борьбе, об этих трудностях я обязательно в каком-нибудь из последующих постов расскажу. А в следующий раз я проведу сравнительный анализ долгосрочных виз, наиболее подходящих для людей зрелого возраста, 45+, и объясню вам, почему я в итоге выбрала визу без права на работу. Ну все, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Целую, ваша Юля.